Друзья, всем привет! Пришло время заняться фюзеляжиком. Он будет состоять из двух вот таких половинок, пустотелый внутри, чтобы можно было заложить сюда бак с водородом и совершить этот долгожданный полет. Кстати, парусность у него довольно-таки большая, то есть он вот так по высоте где-то полметра. Здесь у нас будет винтик огромный, который будет обладать малой скоростью, ну то есть он не будет способен до высоких скоростей разогнать самолет, но зато он будет тянуть очень хорошо на малых скоростях. И если нужна большая скорость, а наш самолет будет позволять ее развивать, можно поставить просто немножко другой движочек с маленьким винтиком, но с большими оборотами. Тут, в общем-то, все просто на самом деле. Сейчас мы вырежем вот сюда специальную прослоечку из стеклоткани и будем формовать и еще раз формовать. Такова наша работа с этим самолетом. Использовать буду тоненькую легонькую стеклоткань. Вот так вот мы разглаживаем и обрежем лишнее. Получится ямка такая. Одеваем средства защиты, ни в коем случае не надо ими пренебрегать. Топим за безопасность. Так, ну, вроде бы получилось все. Но могу сказать одно, эта стеклоткань мне не понравилась. Впитывается только в одну сторону, то есть сейчас получается с нижней стороны пропитка пошла. И получается, если я вижу какие-то проплешины, вот видно тут они сверкают, они, конечно, заполнятся со временем. Ну, то есть вот эти проплешины я сверху не могу заполнить. Я должен только приподнять стеклоткань, положить внутрь эпоксид, и только тогда оно пропитается. А так сверху оно не хочет, и приходится использовать больше смолы. Здесь где-то плюс 30 грамм смолы я положил, чтобы пропитать. А так можно было бы и меньше. Вот, ну ничего страшного. Все получилось, в общем-то. Но снаружи я, естественно, буду абсолютно другую стеклоткань использовать. С этой все ясно. Какие у нее функции. Может быть, где-то еще пригодится. Работать, конечно, можно, но там, где можно мазать очень жестко эпоксидом. Внутренний слой есть у нас уже. Очень тоненький здесь и здесь. Теперь нужно сделать укрепление. Подкрепление крыла. Уже занялся этим делом. Намазываю несколько латок. Ну, то есть делаю толщину слоя больше, чем вот здесь везде. Если место крепления крыла не укрепить, естественно, оно отвалится потом в этом месте. Как раз пока клей намазан, вот здесь заходит даже стеклоткань, можно все соединить и утащить в другое помещение на сушку, чтобы не воняло здесь. Сделал одну опору крепления крыла. Вот здесь снизу можно заметить ухо, а здесь сверху можно заметить, что крылышко усилено. Соответственно, просверлю дырочки и буду крепить в двух местах. Есть еще два места крепления, но опору пока под них еще не делал. Надо будет что-то снизу ваять. Такой большой фюзеляж делаю из-за того, что будет огромный винт. Вот, то есть, ну, обратите внимание. Примерно 30 дюймов, хотя, может быть, поменьше потом поставлю. Ну, все это дело творческое, и все время что-то меняется. Поэтому я так сразу не могу вам утверждать, что в конечном итоге получится. Ну, вот есть такой вот винтик. О, кстати, он большеват. Этот на 35 дюймов. Он имеет очень толстый профиль, потому что внутри бальзовая вставка. Бывают винтики чисто карбоновые. Можете заметить, внутри ничего нет. Этот винтик сломался, когда упал мой огромный коптер. Ну а для данного самолета я припас вот такие винты. Профиль довольно-таки тоненький, они мало весят и на 30 дюймов. В масштабе мастерской это выглядит вот так, то есть не так уж-то и много он занимает места на самом деле. Вот эту всю конструкцию хотелось бы запихать в автомобиль. Ну, посмотрим. В принципе, она будет разборная, можно будет по частям пихать. Приступил уже к изготовлению механизации крыла. В каждой консоли будет устанавливаться по 2 сервы. На элероны я купил очень крутые сервы. Вот такие вот. Фирмы Hi-Tech. На закрылке оставлю китайские сервы. Они, в принципе, не столь опасные. Закрылки я имею в виду. Да и сервы вроде бы неплохо работают. Они понадобятся мне в основном для посадки.
Ну и, возможно, для торможения. Ну а там посмотрим, может быть, буду ими изменять немножко профиль крыла в полете. Протянул провода внутри крыла. То есть там все провода проходят и есть выходы вот такие. Кабанчик предварительно вклеил, еще пока не облагораживал. Потому что нужно было очень точно вклеить, и я все внимание уделил этому. Здесь буквально по штангенциркулю все везде сходится, все везде одинаково. Качалки из анодированного алюминия, и буду использовать шариковые опоры на тягах. Купил очень плотные в Китае. Решил вам показать немножко токарочки, давно не было на канале. Делаю вот такие маленькие тяги. Сопляжуйством, так сказать, не занимаемся. Мастерская работает очень быстро. Удлиняем и погнали дальше. За 2 захода делается деталь. Биения, как вы видите, особо никакого нет. Сразу беру по максимуму. И добиваю чистовым. Эта тяга нужна для соединения качалки и кабанчика и для настройки. Для того здесь и резьба. Получается вот такая красота. Вот здесь нужно вручную нарезать резьбу. Делается это очень легко. Вставляю плашечку, зажимаю не сильно, чтобы не лопнуло. Естественно. Детальку зажимаю в шуруповерт и погнали! Получается идеальная резьба. Все, детали все готовы. Можно ставить их на свои места. Берем тягу и накручиваем на нее шариковые опоры. Предварительно нарезал резьбу на 4. Здесь была дырка под резьбу М3. Но сделал М4, потому что палка алюминиевая. И хотелось бы, чтобы она была помощнее. Что-то дорогущие сервы дергаются как-то. Причем они дергаются так, что передается даже на эту серву. Ну, видимо, просто не хватает напруги, потому что здесь всего лишь батареечки севшие. Если будет нормальная напруга, все должно хорошенечко работать у нас. Немножко в разнобой сервы настроены, но то не беда, можно на аппаратуре все настроить как надо. Да уж, разложился я здесь, конечно, капитально. Но дело все в том, что когда я делаю электронику, у меня всегда так. Конкретно сейчас делаю разъемные соединения на консолях крыла. В одно крыло уже встроил разъем. Он 8-контактный и сидит в консоли очень жестко. Пристыковываться он должен к центроплану. И здесь ответная часть разъема будет в свободном положении. То есть можно будет ее вот так выдвигать, присоединять, закручивать резьбой, чтобы не выскочила самостоятельно. И все должно быть надежно. И самое главное, что мне больше всего всегда хочется, чтобы можно было мега-мега быстро все собрать. И не перепутать ничего.
Поэтому по одному разъему многоконтактному используется. Также еще в балочке будет разъем. Ну, в общем, как-то так. В такой вот рабочей атмосфере идет процесс. Прошу обратить внимание на крепление проводов. Все мы знаем, что провода при пайке иногда отваливаются. Чтобы этого не произошло, всю вот эту область заливаю герметиком. Это был экспериментальный герметик на силиконовой основе, но что-то он мне не очень понравился. А так вообще заливаю зеленым, который на основе клея момента. Но он используется для крепления антенн. То есть на квадрокоптерах маленькую антенку мы вставляем, и сверху можно ее замазать, чтобы не выпало. Делается это для того, чтобы, не дай бог, эти провода не пооторвались. Со временем из-за вибрации бывает такое, что они отпадают. И даже снаружи все вроде бы нормально, а внутри контакта уже нет. Поэтому надо их обездвиживать. Это прям вообще очень-очень-очень важно для надежности. Вот так будет вставляться разъемчик и закручиваться резьбой. Все, можно сказать, мы движемся к какому-то некоему логическому завершению проекта. Потому что склеил две половинки фюзеляжа воедино. Вот что у нас получается. Только что все выставил. Киль можно будет еще более претензионно настроить. То есть здесь у нас, как вы помните, на бойнетном соединении он поворачивается вместе с этой частью балки с карбоновой. Ну а здесь, собственно, происходит склейка двух половинок. Пока что предварительная. Потом буду еще укреплять это место. Потому что здесь тонкая стеклоткань. Кстати, да, застеклонизировал здесь все. Укрепил место крепления крыла. Сделал такие вкладыши из карбона. Там даже спектру применял. Особо ничего не снимал об этом, друзья. Захотелось сделать как-то максимально быстро это все. Ну, вы много раз видели, как происходит у меня этот процесс. Поэтому я думаю, если я сейчас вам все расскажу, покажу, этого будет вполне достаточно. Ну, конечно, если вы мне выговор строгий сделаете, то в следующий раз я буду все полностью снимать. В общем, смотрите, моторама у нас уже готова. Моторама весит 40 грамм. Довольно-таки тяжеловатая. Ну, что поделать, такая получилась. Детали все большие, как их не облегчай. Здесь толщина стенки меньше миллиметра. Здесь 2 миллиметра, но зато какие огромные дырки. В общем, моторама под наш суперэффективный электромотор. Он будет устанавливаться вот здесь. Ну, сюда вообще-то любые можно электромоторы ставить. Сверху хочу организовать кок, обтекатель. Обтекатель, думаю, делать карбоновый. Вот эта штука алюминиевая останется, а сам обтекатель будет из карбончика сделан. Ну, я так задумал. Хотя мог бы из алюмишки выточить, но будет тяжеловато. Обтянуто тонкой стеклотканью. С двух сторон, и снутри, и снаружи. Вытравлять пенопласт не буду. Вот эта штука получилась массой 2200, то есть довольно-таки тяжелая. Сделал лючок, еще, правда, не выпиливал. Это тоже добавило массы. И еще нужно будет сделать лючок для того, чтобы открывать кран водородного баллона, который вот тут вот спокойненько у меня пока что обитает. Ну и обратите внимание, до сих пор у меня все это дело помещается в мастерской. Еще смотрите сколько. Свободного пространства. Фюзеляж 3,5 метра длиной. А самолет будет где-то 3,70-3,60. Потому что стабилизатор, он еще за пределы выступает. Примерно вот сюда. Все поукреплял. Отрываем бумаженцы. Надеюсь, будут держать места крепления. Здесь я дополнительно тоже листик добавил, потому что попробовал. Немножко не жесткая была моторама. Добавил жесткости, то есть уже по факту. Не заранее, а именно после проверки. Я думаю, вам это должно понравиться, друзья. А здесь вот такими полосками поукреплял. Ну, надеюсь, будет достаточно. И уже приступил к модернизации винтов. То есть времени уже маловато, время поджимает, потому что скоро могут холода начаться. Я пока решил с изменяемым углом лопастей пока не заморачиваться. Но зато я просто тупо увеличил этот угол. Вот стандартный шаг винта, а вот увеличенный. То есть можно заметить, что увеличено раза в 2.
Делал по-простому. Сначала здесь вот так подпилил, чтобы оно начало играть. Выставил на стапеле. То есть здесь все равномерно абсолютно. Видите, тут прикручено на ровную площадку. Тут одинаковые бабышки с двух сторон. Вот. И заклеил маленькими кусочками углеткани. Все. Все высохло. Теперь можно снимать, переворачивать и делать то же самое с обратной стороны. А потом, когда все застынет, все укрепится, можно будет вообще, так сказать, цельным листом поукреплять. Но оно на самом деле уже довольно-таки жесткое. Я вот так делаю. Хотя тут всего 3 листика тоненьких проложено. Меня, честно говоря, устраивает такая прочность уже даже на данный момент. Но я буду еще укреплять. Я уже как-то объяснял, для чего это. Потому что по моим расчетам, вот этот винт, он квадрокоптерный, он просто не способен на тех оборотах более 40 км в час развить. Ну, то есть он уже полностью в воздух врезается на этой скорости. Нет никакого натяга. Чтобы создать еще дополнительный преднатяг, увеличил шаг. И он на тех же самых оборотах раза в 2 теперь быстрее будет лететь. Ну, это такая теоретическая часть. А сейчас к практике буду продолжать его заклеивать. Вот. Надо совершить несколько операций, то есть винт будет не за один день изготавливаться, а за несколько деньков. Помните, я когда-то восстанавливал сломанный винт на квадрокоптере? Так вот он до сих пор нормально работает, хотя некоторые ребята писали, что это все бесполезно там и так далее. Мало того, я даже восстанавливал более крупный винт, чем этот. Вот как он выглядит. Здесь всего лишь 2 слоя карбона, здесь и здесь. То есть 4 получается. И все прекрасно работает. Так что и в данном случае все будет работать. Это уже из опыта понятно. Очень плавно дело дошло до установки мотора. Движочек очень дорогой, я делал на него обзор на канале, ссылочку оставлю в описании. Кому будет интересно, можете освежить память, ну либо полюбопытствовать, что за двигатель и почему именно он будет устанавливаться. Регуль поставлю самый обыкновенный, но очень надежный. Правда, вот недавно сгорел у меня такой, но это не по вине регуля, я все-таки уж слишком перегрузил самолет энергии. То есть здесь стоял очень долго винтик, покороче немножко, и я поставил большой, не выдержала система, выгорел регуль. Ну, несколько лет он работал в самолете, доходило дело даже до того, что отгорали провода от двигателя. Но в этот раз движочек мощнее оказался. Короче, не в этом дело, это очень качественные регуляторы, и вообще фирма мне это очень нравится. Движок без шуток очень крутой, работает плавно, без вибраций и очень экономичный. Я его подключил, сейчас он вырабатывает 1,2 ватта. Ну, то есть ничего не потребляет, это по сути сам регулятор хавает, скорее всего. Ну что ж, попробуем добавить немножко мощи. Мне очень важно узнать, в какую сторону он вращается. О, какая роскошь. 5 ватт. Добавляю. Вообще нет вибраций. Я никогда еще с таким не сталкивался. Балансировка достойная турбин. 12 ватт потребляет на холостом ходу. Попробуем понаваливать. Ну, как тебе вообще это все? Красота.
Можно испытывать? Попробуй. Потихонечку. Звуки божественные, да? Да звук вообще злой. Вот выстави там 200 ватт. Вот показывается. Да, 20 ватт показывает. Ну сейчас 20. 200, да? 200, да. Это 100. Ох, уже тяга есть. Приличная? Давит нормально так. Вот 200 ватт где-то. 200? Ну и что, тянет? Полетит, полетит. Я уже бегал с ним, когда бежишь, тяга, точнее ватты уменьшаются. Круто. Она всю дай лупани. Прям так. А вверх попробуй. О. Хорошо давит. Получается, фюзеляж весит уже 2,5 или под 3 килограмма. Хвостовая банка. Короче, все 8 килограмм весит пустой самолет. В общем-то, как и планировалось. Я там на 7600 рассчитывал. Получилось где-то около того. Ну вот, друзья, что в конечном итоге получилось. Я чувствую, уже в следующей серии мы будем его полностью собирать. А пока что готов лишь полностью фюзеляж. Надо еще кое-что поподключать, разобраться с проводами, разобраться с качественным питанием для приемника, собственно, с приемником, все настроить и, возможно, даже пробовать подлетать потихонечку. Ну, а пока вот что есть. Фюзеляж, ну и, собственно, крыло-то вы тоже видели, оно тоже готово. Правда, центровка тут, вот я не знаю, как за него взяться. Жопу оттягивает, потому что нет баллона. Здесь будет еще 5 килограмм в нем лежать. Можно даже попробовать, а вдруг он уже тянет. Ну, разгончик берет, явно видно. Вообще какая-то лютая дичь. У меня на этом все. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!